Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу синяя штучка, похожа на такого водяного, ближе к сектору магии, так и звучит. Синий колдун, в этой синей штуке черной какой-то штырь, и потом такая идет еще подключка, и там такой шарик какой-то, как будто маленький-маленький глобус, а эта штука большая такая. И этот глобус считывается с Земля. Угу. Интересно. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от этих всех ситуаций. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. 1, 2, О, 3. какая-то прилетела такая морда из сектора принятия решений. Так, черная морда прилетела. Угу. Я это заморозила все. Вижу, что оно здесь зацеплено, как на веревочке на такой. Угу. А сейчас она так, повисла. И подключка идет в сектор магии. Смотрю на Валерию, у нее там, где правый глаз, где правый глаз, там такая какая-то вот это, от этой энергии прямо в правый глаз идет, и там считывается провал. Ну, то, что я считывала, говорила, что яма, а там это провал считывается. Так, сейчас я отсоединюсь от этого, посмотрю. Какое-то странное пространство с правой стороны, вот здесь, как желеобразное у Валерии, и оно так сифонит, как-то, или как это назвать, как дрожит, как будто бы, Вибрирует. да. Угу. Ну, энергосфера у нее большая, шарообразная. Только вот эта штука, она вот так как-то как будто бы проникает сквозь. Она такая, ну, по виду как пиявка вот такое вот, только голубого цвета. И подключка в правый глаз идет. Угу. Хорошо, Виктория, давай считаем эфирное ДНК. Валерия или это? Ну, вот эта штука, она мне мешает. Ну, я вижу, что она, но я хочу Угу. по всем правилам сейчас. Отодвинем эти программы. Да, потому что мое внимание постоянно приковывает вот эта подключка к глазу, а там считывается гипнотизер. Вот я смотрю, а там гипнотизер, то есть я считываю его энергии, которые находятся в ней. Угу. Так, сейчас я ему вот так как-то беру. Фу. Зачем я это делаю? Я вот эту подключку вот так взяла одной рукой, а другой вот так стягиваю. И там такое, как кишка. И оно так, фу, такое. Гадость. Ну, как будто внутри какашка такая, знаешь? Угу. Вот. Я это почему-то сама беру своими руками. Может, А какую-то я емкость, спросила, перчатку. ну, чтобы расчистить Угу. вид, Чтоб я увидеть, да. спросила сама себя, могу ли это делать, и Угу. смотрю на свои руки, не кармически ли я ответственна сейчас. И слышу, это моя должность. Угу. Интересно. Да. Сейчас я смотрю, и вот эта подключка уже не черная, а как будто бы эту черноту оттуда вот так, как из прозрачной такой
жилки, да, только Мгм. прозрачные. Да, это Валерия, и у нее есть пульт управления вот здесь, В в сердце? сердце. Мгм. Мгм. Хорошо, давай спросим у Валерии, разрешает ли она, чтобы мы с ней потрудились, с ней и для нее. Она говорит, у нее на руке младенец, и она говорит, что мне сейчас какой-то плутонец навязать, то ли, сейчас, оно куда-то улетело, эта информация. Вернись, Виктория, к этой информации. Послушай сначала. Она говорит, что он навязал мне плутонца. Мгм. Ам, Так, ну хорошо. Так. А дает ли Это она программа разрешение? Мгм. стеклянная, да, как будто бы. Сейчас я спрошу, дает ли она разрешение. Мгм. У нее вот так от рта, вот так, где губы, вот так идет, как клюв стеклянный, в сектор подписания контрактов. И там считывается в этом клюве, она будет говорить то, что я сказал. И в секторе магии вот так, пух, как будто бы молотком стукнул, и получилась такая, как отпечаток черный. Мгм. Я не для того сюда пришел, чтобы разбрасываться. Вот это колдун какой-то говорит там. Сейчас я посмотрю на него. Кто это такой-то? Странно. Выглядит там как червивое яблоко в секторе магии. И такой червь в туннеле. Вот эта вся конструкция, она вот от этого червя. И там это гнилое яблоко, он пытается изнутри, как мастер штукатурит, да, Мгм. считывается, что а, возобновить зловещие законы какого-то рода Хм. или роя. Подожди. Роя. М. И вижу такие, как черные энергии из сектора интерферента. Выглядит так, как будто такое вещество, оно считывается, вещество разума. Вещество разума. А от него такие, знаешь, как будто бы это такое сито, сквозь которое такие макаронины пролезли, эти черные. Вот оно так выглядит. Прям как, Мгм. как вирус изображает. Ага. Так. А этот колдун, который в этой червоточине, Мгм. это туннель сознания. Он держит вот так этого синего, а он как рыбина вот так вот как-то. М, Мгм. Это колдун держит эту субстанцию синюю. Да, да, этого. Мгм. Он считывается вызыватель духов, открыватель порталов. У него вот там, где эта червоточина, он так стоит, Мгм. и как будто такая дверь какая-то дырявая, и он ее так открывает, закрывает. Он говорит, что ам, он ищет поражателей. Кто такой поражатель?
Кого это он там ищет? Кто это такой? Это вот Поражатель. эти энергии черные, вот это вещество, и оно все светится. Это черное вещество светится радиацией такой. Вот Вот как это черт. радиация поражает, вот так эта магия и этот стержень в нем, а он как будто такой колдун на одной ноге, как пираты. А одной ноги нет у него, а вместо, знаешь, как баба-яга, костяная нога. Угу. На О, протезе. да, между прочим, что это такое яга? Хм. Яга – это и есть эго. Угу. Вот Эгоизм. это Это эгоизм, есть? эго, то это Угу. как ложное я. Вот эта вся конструкция этого всего негативного опыта. И эти, вспомнила тот сон, который мне сегодня снился. Выбирать, это не сон был, я работала. Выбирать роли. Угу. Да. Так, а кто это колдун? Угу. Кто он такой? Я вижу у него там, где правый глаз, то такой провал, и в этом глазу какая-то штуковина. Считывается Земля. Вот как будто бы целая планета у него в одном глазу, в правом. Угу. И он выглядит как пират. О, прозвучало. Илья Мамаев, Цельнозор. Угу. И весь он обмотан такими, я слышу, тройничными нитями. А, Сознание Люцифера. А все это, он светится как будто бы радиацией. Оно считывается, радиацией светится. Считывается, что поражает глубины мозга. Вот эта радиация поражает глубины мозга, Угу. и я вижу, что отделяет, считывается так, что он Что, отделяет. что это он отделяет? Понятно? Оно звучит меня от себя. А когда я смотрю, что это означает, Угу. то есть меня от себя. Что такое меня? Угу. Это мне. Я слышу, что это конструкция жадности. А себя – это истинное я. То есть осознание себя личностью. Я вижу, что вот эта конструкция какая-то, он притянулся на какую-то жадность. Угу. На какую-то зацепку. Да, да, да. То есть это он так работает. Мгм. А что А, это за... Сейчас я увижу, что за событие было. Ну, давай, это он... Валерия еще не дала разрешения. Ну, сейчас, одну секундочку. Угу. Посмотреть можем, да. Одну секундочку, я посмотрю. Угу. Вот эта жадность, это считывается, оно такое, как такое какое-то пятно, вот как черная штука, оно такое какого-то розового цвета, считывается как жадность. Ну, не в том смысле, как мы это понимаем, а какой-то другой смысл. Сейчас я считаю. Угу. Какой... Считывается как жадность уличить себя, обличить себя и как бы углубить себя. То есть это внутренняя жажда навредить себе. Прямо жажда. Жадность или как жажда, да?
Ну, Как правильно? да, 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 да. Ну, жадность — это значит что-то вот так не Мгм. отдавать, да. То есть, вот человек не освобождает, ну, и оно вот так вот считывается, и оно Мгм. утягивается вниз, в нижний портал. И я там вижу, что там в секторе типа интерферентов находится вот Валерии, часть Валерии, и она оттуда стучит. Вот это выражение "постучали, Со из-под дна. земли". Э, да, вот она там стучит, стоит там и стучит. А ее часть, точная копия, вот этой синей штуки, вот этого, вот я на него смотрю, слышу Люцифер. Вот этой синий, кто он такой? Вот. Это дух Люцифера тут. Да. А ее часть точно такая же, то есть копия, такая же форма. Мгм. Сейчас я считаю ее, что почему такая форма. Оно считывается, что эм, как потерялось, так и нашлось. Мгм. Это как будто бы вырезали из пространства вот такое вот. То есть то, Мгм. что она возжелала, вот жадность, да. То есть человек жаждет чего-то, вот хотела чего-то, вызвала, да, духа. Ну, вот так вот. Мгм. То, что вызвала по форме, хотя в духовном мире формы нет, но это такие голографические схемы, то такое же и потеряла. Мгм. А сейчас я считаю, что это она потеряла. Я слышу способность творить. Мгм. И в этот момент, когда я вот это все увидела, то от нее вот так какая-то стеклянная колба, от которой, внутрь, шла такая, как, пипетка стеклянная от рта, вот отвалилась от нее, Мгм. и она уже может разговаривать. Хорошо. Спроси я Потому что тогда. она уже Мгм. осознала, что вот эти препятствия в ее, а, жизни связаны именно с желанием обойти коны Всесвіту, да, и получить что-то незаконным магическим путем. Мгм. Ну да, понятно. Да, она хотела вот способность творить, получить от этого синего. И когда мы это все увидели, то он был как этот, знаешь, как шарики есть такие, ну, не сильно надутый такой, длинный, вот такой какой-то. И он и сдулся. Мгм. Хорошо, Виктория. Спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Вижу, что у нее вот так здесь такие, как лицо, такие щеки надутые, толстые. Шух, отошли, и, и за этими программами, а это считывается взять не свое. На ней еще ответственность как, как воровки. Взять не свое, воровство. То есть вызывание этих духов — это еще вот только я подумала, сразу идет ответ, что нарушив один, кон, человек автоматически становится виновен в нарушении вообще всех конов. Мгм. Всего принципа жизни. Да, и то есть, нарушив вот этот, кон равновесия, вот я слышу, какой был нарушен кон. Мгм. Кон равновесия был нарушен, потому что она, свою энергию вот отдала в темное пространство. Я слышу, что поддержала жизнь Люцифера, а
взяла вот эту энергию и как бы, я слышу, начала таять. Буквально идет таять, как талая вода. Мгм. Понятно. Так, ну хорошо. Дает ли она разрешение потрудиться с ней для нее? Она говорит, что дает, и показывает, что у нее вот к большому пальцу правой руки подключка, к правому глазу, там вот это считывается провал. Она говорит, что дает разрешение расторгнуть контракт, говорит, с Люцифером навсегда. Мгм. О каком И контракте она? Да. звучат, сейчас, одну секундочку, так Мгм. Да. интересно, звучит как какой-то голос торжественный. От нее это исходит, и от Первотворца я слышу. То есть это уже я слышу пробуждение голоса, а, внутреннего божества. И, звучит так вот, что, достойно, принять славу и честь. То есть идет, это словами из Библии. Ну, наверное, для того, чтобы я поняла, что это система, оно считывается вот так, система одобрения себя. И там контракт, вижу, он закреплен какими-то, штангами. Знаешь, как циркуль, какие-то вот штуки такие, как будто циркуль. М. И там какие-то приборы, возле правой ноги приборы, такие геометрические приборы и большие. И Мгм. там такая маленькая, вот как горошинка, считывается планета Земля. Мгм. Что это за горошинка планеты Земля? Что это за энергия? Я вижу, что из сектора магии выходит такой, как клыкастый, с какими-то когтями, такой монстр. Мгм. Считывается мафия, мафия Люцифера. Магия и мафия – это же одно и то же. Мгм. Кто он такой? Приказываю ему назваться, принять соответствующий вид физического ДНК, в ком он проявляет. Ну, вот я вижу этот Илья. Интересно, почему они Мону прячут постоянно? Мгм. Почему? Считывается, что он ответственный э, за переключение, вот так как будто бы пух, как выключить свет, за переключение вселенных. А что это означает переключение вселенных? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что из сектора интерферентов там такой огромный глаз, считывается царство Люцифера. И вижу такие планеты, которые как в шланге в таком, внутри, а это Мгм. Млечный Путь. И они вот так идет этот шланг, а потом пух, и переключился. А, Считываются невозвратные процессы. Какой-то там идет Меркурий, какой-то красный, такой М. рыжеватый Меркурий. Потом бьется в конвульсиях Юпитер. У него кольца такие, и у него считывается предсмертная агония. Мгм. Потом Валерия говорит, говорит это слово малыша. Какой-то Мгм. малыш. Плутон. Мгм.
А потом такой черный узел, и идет вот такой шлейф, как будто бы, и там эта планета Земля. Она разумная, она смотрит, глазами смотрит планета Земля, смотрит вот так по направлению к Первотворцу. Мгм. Так. А что обозначает вот это переключение? Я слышу «отдать дьяволу». То есть вот так как завязывают этот шланг, образно Мгм. говоря, и так чух, как перекрыли доступ к свету. Вот так оно идет. М. Перекрывается доступ к свету, и оно все в магическом пространстве, все замагичено. То есть это полностью матрица антимира, разум Люцифера. И вот этих всех помощников, духов и другие вот эти колдуны, они все вот вызывают с этого черного пространства, с антимира. Это м, оно так и считывается, эго. Вот так прозвучало. Вот это э, как черный шар огромный, считывается эго. То есть я Мгм. вижу, что люди, которые поддаются вот этому своему, я слышу, личностной проекции негативной, дают ей силу, то таким образом они увеличивают власть этого антимира. Мгм. Люди, которые не берут власть над своей жизнью, вот эта жадность я слышу. То есть я вижу, как эти все перепутано тут и переплетено. Мгм. Одним словом, это хаос. Матрица тьмы. Хаос. Мгм. А вот этот, который ответственен за переключение вселенных, это он Да. имеет какую-то ответственность, роль по отношению к этим планетам? Это он ответственный за отделение каждой из этих планеты от Первотворца? Что-то ты много заговорил. Ага. Не так быстро, не так много. Да, Давай да, я просто понял. смотрим, а, что это за Хорошо. переключать, почему он Мгм. переключает. Он Мгм. уже сказал по-другому, но он сказал, что его поставлено здесь. И говорит, это мои кайданы. И показывает руки, и он в таких цепях. И слышу, Иосиф Сталин. Я вижу, что его душа полностью погребена, она так и считывается погребена, и он как в этом пекле находится. И вот эти души, миллионы душ, которых он погубил, Мгм. они вот так в этом пространстве, вот так, я слышу, что они взывают. То есть они как будто бы из какого-то э, красного Пространство. пространства, похоже, ну, типа огонь или что-то такое. Они как выныривают и взывают. Я слышу, взывают о мести. А он считывается буквально. И вот это все пространство, где эти души находятся, это все пространство Люцифера. Мгм. Это его парафия, это его мафия. Ну, прозвучало так, мафия. Матрица его, да? Мафия. Мгм. Считывается слово мафия. Так, а переключение вот это какое-то событие или что это? Я вижу, что вот этот Илья, он сидит и говорит, что он собирает, собирает. И я вижу, что он собирает, он отделяет вот эти, теперь понятно, снова себя от меня.
То есть он разделяет человека и собирает вот эти сияющие частицы души, но они все какие-то странные, как будто бы одну форму все имеют. Вот такая выгнутая, как это, пиявка. Вот, белая. Считывается, что они все подавлены гипнозом. Мгм. Ну, Подавлены. понятно. Понятно, что это за переключение. Да, Мгм. это подавить волю и получить разрешение. А вот и разрешение. Мгм. Вот этот контракт, оно, вот так я слышу, иллюминация, вот это свечение. Но я Мгм. не удивлюсь, надо посмотреть. Он, наверное, к иллюминатам, он служит иллюминатам. Мгм. Эти тоже. Все эти структуры имеет. Мгм. Мафия. Ну хорошо, Виктория, вот это значит, где этот контракт у Валерии, где она разрешила? Что это было за событие? Она говорит, что она подалась на агитацию вызвать духа из преисподней. Она говорит, что она разрешила себе контракт и с Люцифером. И вижу снова эта печатка. Пух! Вот так вот. Так громко. Мгм. Так. Что произошло с Валерией, когда она вызвала этого духа? На что она согласилась? Я вижу, ну, по порядочку, пожалуйста. Ты Мгм. говоришь, что произошло. В Да, этот что момент вижу, произошло? как пошел удар в правый глаз. Руки вот так от плечей сразу почернели. И знаешь, как берут в плен и сразу руки назад завязывают. И вижу вот эта кнопка, она как бомбончик на шапке, вот в сердце. Это считывается пульт управления. Мгм. То есть контроль над жизнью, над душой перешел в то темное пространство. Мгм. И вижу, появляются импланты на ногах, как такие ботиночки, ботиночки с такими, а, как будто бы каблуки, и ноги у нее не стоят вот так на земле, знаешь, человек должен быть заземлен, то есть понимать суть происходящего, принципы жизни, смерти, различать, понимать, где он находится здесь и сейчас. Тогда у него ноги вот так стоят. А у нее две ноги, одна влево, другая вправо. Ну, не у нее, это импланты такие. Вот так стоят на пяточках, подняты носки. И здесь такие, как каблуки, подключки в секторе интерферента. Считывается ноги врозь, что символизирует вот треугольник, вот этот снова этот начертатель, я слышу, и вот этот циркуль. Мгм. Буквально это как обозначает готовность к, ну, что будут насиловать. Мгм. Принимать вот атаки и удары судьбы. Вот так звучит, считывается. Мгм. Поддать себя агрессии. Мгм. Так, и отдала она способность творить, ты говорила, да? По этому Да. контракту. Мгм. Что-то она еще отдала? Она показывает, что там, где ну, у женщин э, а, Родовые пути? да, оно так и считывается, родовые пути, то есть
способность рождать миры. Она Мгм. просто этот шар отдает. А в этот момент эта планета Земля, ну, нужно посмотреть, что это такое. Вот так. Как за голову взялась. Вообще работаем мы на уровне высшего я сейчас. Мгм. Высшей божественной личности. Мгм. Так, что это за планета Земля, что она вот так взялась за голову, что это обозначает? Как интересно. Я вижу, что появляется, как в секторе эм, Первотворца, много-много духовных личностей. То есть это мы все, и у каждого внутри находится и планета Земля, и Плутон, и вот эти все, слышу, верификация происходящего. То есть М. все творили Вселенную. И внутри каждого, как проекция, есть. Мгм. Я слышу, что все связаны единым началом творения. И я вижу, что там такая радость была, и вдруг появляется какой-то странный дракон. Странный, потому что у него так вот как-то, это гордыня, как плечи, вот так, голова, вот так, и на голове какая-то штука. Мгм. Считывается князь мира всего. Устройство мироздания. То есть он как бы перехватил то, что было создано другими. Я слышу, что это воровство, М. подлог, ложь, и нарушение всех конов. Мгм. То есть, нарушив один кон, он нарушил все, Мгм. и он украл то, что принадлежит, вообще-то, видишь, что получается? М. Получается, что этот антимир, он находится внутри, вот точно так же, как у нас находится внутри и наши высшие божественные структуры, наши высшие я, личности и надличности, а также наши вот эти считывается как искаженная реальность, то есть наши субличности, или другими словами антимир, как мы попросту говорим, то во внешнем пространстве точно так же происходит, что вот этот антимир, это является частью нашего священного мира, потому что он был сотворен Мгм. Внутри э, нашего всесвета. творцами, да, и он не отдельно взялся откуда-то. Это процессы внутри, я слышу, великого божества. То есть то, что мы говорим первотворец, первоначало, это как ядро всех вселенных. И внутри этого мира, этого Бога, божества или божественной реальности родился этот вот казус. Мгм. Он казус, казаться, то есть это как
Оно считывается как механическое воздействие, имеет определение. Вот я вижу, снова появляется этот циркуль, треугольник, циркуль. То есть это было спроектировано. Вот. Мгм. Но я вижу, что это выглядит вот так в эфирном плане. Посмотри как. Это Мгм. как огромный шар, на котором образовалась такая, как пятно темное, да? Потом есть портал вниз, как туннель. Оно считывается как высвобождение. Вот как человек ходит в туалет или животное, освобождает свое тело от ненужного. И я вижу, как тело Вселенной тоже через этот портал освобождается от переработанных энергий. И там такой получается как аппендикс. Вот. Он М. точно повторяет эту форму этого синего, которого вызывала, духа этого синего Мгм. типа помощника, да. Вот. И роль Ильи, ну, почему-то люди думают, что это я критикую Илью. Да, я вообще никого не критикую, я рассказываю как есть. Каждый даже ребенок, который вызывает там духа Пушкина, это он стоит на месте Ильи, да, то есть вызывание духов, как бы их ни называть, это вызывание духов, да, то он работает наоборот, и он берет эти какашки, образно говоря, то есть эти энергии отработанные, пытается вернуть обратно. А когда люди вызывают духов, да, или делают магические действия, то я вижу, как вот эта творческая энергия человека, его творца, переходит в этот антимир и таким образом помогает ему распространяться, сиять, потому что этот антимир начинает сиять. Но сияет он уже радиацией, А что значит радиоактивной, то есть он радиация? заражает. Сейчас М. я посмотрю. Мгм. Я слышу заражение мнения других. Ну это постоянно у нас выходило в сеансах, да, что творцы сами нырнули творить не по конам э, так, я извиняюсь, где-то там телефон. Нужно Мгм. подождать, пока он перезвонит. Мгм. Я забыла его выключить. И он далеко где-то. Сейчас я все. Колокольчики. Ага, все. Так, Значит, радиация, заражение мнения других. Я вижу, как радиация работает, я слышу, бессознательно, из-под тишка, разрушает кости, я слышу. О, точно, и мне пришла на память сразу аналогия после мгм. этой чернобыльской аварии. Через несколько лет и я проходила очень серьезное лечение. Ну, мое подсознание сработало тогда хорошо, и очень хорошего доктора. Вот, и радиация у меня в позвоночнике собралась, и он делал специальные какие-то уколы в каждый позвоночник, вот так вот. Такую блокаду делал, Мгм. целый курс. Вот. И мне прямо идет вот это, что из-под тишка незаметно кость, основу. И это изменение мнения подрывает основу, я слышу, опору, основу человека, человечности, общества на уровне физики, а на уровне вселенского сознания. Это работает так, что это отделяется, человек становится как отработанным материалом, отделяется и выбрасывается как ненужное.
Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория, давай вернемся к контракту. Да. Спроси Валерию, видит ли она этот контракт, все эти условия, что произошло. А она видит и говорит: "Я была глупа". И я вижу, как, перед ней просто вот так появляется эта синяя энергия. Сейчас я хочу ее рассмотреть, потому что Мгм. я всегда синюю энергию вижу как все технологии. Да, это так и считывается, программирование на недостаток, на убыток. Именно вот это, что я увидела, как Вселенная, как живой всесвет, вот это как, отрывает, чтобы на утилизацию. Мгм. То есть те души, которые подвергаются, разрешают, ну, все по воле человека, да? Ну да, если они перестают руководство правилами жизни, то это значит Да, и я вижу, что в уходит. тот момент она вдруг осознает и вот это, смотрит своим внутренним взглядом, потому что вот я вижу все эти, личности: ее, высшее я, а также вот эти все субличности, это ложное я. Вот, и она вот так смотрит своим высшим я, своим наблюдателем внутренним, видит, как это в глаз, вот эта змея с этим яблоком, а в зубах яблоко это. И вот слышу: червоточина. То есть, она стала участником, открывания порталов и стала, виновной в этот момент, как и Илья с Моной, в нарушении всех конов жизни. Мгм. Так. Ну хорошо. Сознательная Валерия отказывается от вызывания этих помощников, этого синего джина. Она хочет расторгнуть контракт, и пусть она это сделает. Я вижу, как в том моменте она кричит: "Нет!" И по направлению вот там, где ее эта божественная душа, я передаю, и снимает вот так, стирает с себя эти, как будто бы в чулках таких черных руки. И этот, ключ какой-то, сейчас одну секунду. Мгм. А это все задрожало, вот так, как будто бы землетрясение, вот так. И какой-то ключ познания. Ключ познания добра и зла. То есть М. познание вот этого зла, вот это, поэтому вот это яблоко, этот змей, это познание зла. И она, я вижу, как в этот момент, как будто бы выглядит так, как это огромное дерево, которым она, да, она М. берет вот так и себе по ногам рубит, а, то есть отрубывает часть себя. Я передаю ей, что Валерия отказывается нарушать коны Всесвіту, вызывать этих духов. И так как Илья с Моной обманули ее, втянули обманным путем, пусть получают карму Мгм. за обман, за насилие, магию. И вижу, как этот синий, он считывается презерватив. Вот оно что. Вот такой длинный шарик. То есть Мгм. это герметизация, да, то есть загерметизировать, эм, вот герметичные знания, то есть это высшие типа знания этих колдунов, и он учитывается презерватив. М. М, То, что вот этот отделяет от синий. цвета. Тот, что прекращает человека как творческую личность, забирает у него творческий потенциал и Мгм. способность, я слышу, рождать миры. И в этот момент вижу, как Валерия
ее вот этот шар сияющий, который вышел из ее чресел, он к ней возвращается. Эти сапожки черные просто в глаза Илье вот этими каблуками. И эта змея ему вот как будто у него есть еще один глаз во лбу. Вот туда возвращается. И эти все подключки с рук, это все. И она вот там, где был этот контракт подписан, вот этим ключом, потому что Мгм. этот ключ познания добра и зла, он один, но имеет разные. Вот оно что. У масонов главный знак, да, это еще и ключ, специальный такой ключ. И вот я его вижу. Вот этот ключ добра, познания добра и зла, он один. Главное, в какую сторону его повернешь. Вот это переключатель. И все указывает на то, что Илья Мамаев и есть масон, принадлежит к секте иллюминатов, Мгм. потому что все эти его, вот эта вся разоблачилась, она считывается кремлевская мафия. Мгм. Хорошо, пусть приказ. И я сейчас хочу рассмотреть этот М. ключ. Мгм. Вот он такой какой-то, как медного цвета, а с одной стороны такой черный какой-то, с противоположной стороны, как будто бы каблучок такой. Вот. А этот каблучок, это вот и есть этот портал, эти вызывания духов. Это главный инструментарий Люцифера, общение с человеком, я слышу, с человеком душой. То есть с М. воплощенным человеком, в котором, ну, который многоуровневый, вот это многоуровневое сознание, потому что физическое тело, оно тоже хранит сознание. Вот. И человек идет вот так. Человек, душа. Мгм. Вот оно что. Вот это понятие и стал человек живою душою. Оно как раз и включает вот этот, в себя вот это понятие многоуровневого сознания, то есть телесное сознание, то, что проявляется на физике психосоматикой, да, Мгм. это телесное сознание, это неразрывная связь. Тело – это просто, я слышу, Отражение как. это тело – это плотная материя, Мгм. которая не отдельно живет, тело не отдельно живет от духовных сущностей человека, от его души, а является как одной из мерностей его существования, его существа. Мгм. И я Так. вижу, что оно считывается, что вот эта темная матрица – это считывается дикая природа. То есть тело может одновременно хранить вот эти божественные импульсы, божественную мудрость и одновременно вот эти дикие, ам, я слышу, принадлежность к дикой расе упырей. И я вижу, что через вовлечение в магические ритуалы как раз насаждается и изменяется генетика человека, потому что это все вибрации, это волновая генетика, то есть то, чем занимается человек, если он чист, у него чистая божественная генетика. Когда он колдует, он превращается в монстра, Мгм. где вот ну, оно так идет, как духовный упадок и извращение. То есть вот это как перекручивается, так, и все на выворот, наоборот. Мгм. Так. А вот этот главный инструмент вызывания духов, это через
Вызывание духов. Это открывание, да. Вот это вызывание духов — это главный инструмент мафии. Я так и слышу, что они управляют миром, управляют психикой человека, потому что все наше пространство психическое, и они управляют именно через вызывание духов. Они, конечно, будут это называть э, как угодно, но здесь ключевой момент, что открываются врата, я слышу, ада, да, то есть Мгм. врата, то есть ворота, то, что природа Должно идти на нашего, аннигиляцию, да? да, то, что должно уйти на аннигиляцию и как бы определено высшим судом, Всевышним, да, то есть ничто несовершенное, все, что не должно существовать, оно должно уйти на уничтожение. Они противятся этому, потому что не хотят идти на уничтожение. Вот, и поэтому пытаются вот замагичить пространство и вовлекают человека в насилие, ложь, воровство на физике, духовный блуд — это вот это, я слышу, вырождение. То есть это М. дела, которые ведут к вырождению человека как божественной души. Это вызывание духов, магия, насилие, ложь и так дальше. Да, И стало я вижу, понятно. Мгм. как Валерия, вот этот ключ, он у нее, вот эти конструкции, то есть этот ключ, он тоже принадлежит чистому сознанию нашего Всесвяту. Он превращается в такой сияющий шар, а эти конструкции, которые я визуально видела, как будто бы медный какой-то и с такой черной пимпочкой, он, этой пимпочкой, это и есть тот портал, который связывает человеческий разум и с разумом Люцифера. Это именно открываются эти порталы во время вызывания этих помощников любых. Потому что суть любого вызывания — это на поверхности что? Помочь человеку что-то узнать, что-то сделать, а под поверхностью, под сознанием — это на самом тонком уровне. Это открытие портала в Взлом сознание системы. Люцифера. Да, то есть это точно так же, как будто бы человек, вот я вижу, пошел в выгребную яму и начал пить то, что там лежит. Вот это в М. духовном плане обозначение, то есть это вот вызывание духов. М. Красивая пилюля с дерьмом, грубо говоря. Ну, я вижу этот образ, как человек вот пришел, Да. открывает этот деревянный туалет, там такая дырка. И себе какашки там плавают и плавают, да? Нет, он нагибается и начинает это пить, и в себя это все всасывает. Вот это вызывание этих помощников, вот это все. Духов И сейчас вообще мне это. приходит, Ага. э, кто-то это мне рассказывал, да, что Илья предлагал это все покушать. Вот оно что, вот это идет Ага. его На зуб э, по- попробовать. Да-да-да. я не знаю, но кто-то говорил, да, на сеансах. Да-да-да-да. Да, попробовать, съесть, а это для того, чтобы переориентировать сознание человека. И сразу же я слышу, как Мона рассказывала, как он ей сразу память изменил, переориентировал ее, чтобы она типа сразу же распознавала, где добро, а где зло. И когда я хотела сделать с ней сеанс для очень хорошего человека, да, который плачет, когда я убила этого таракана, то ее затошнило, и она сказала, что она не может с ним работать. Потому что он ее переориентировал, чтобы она могла работать только с демоническими, магическими энергиями, потому что человек не может жить и грешить. Мгм. Хорошо, Виктория. Обличаем всю эту систему.
Я вижу, что Валерия вот так смотрит на себя, а у нее вот эти ноги, знаешь, как будто бы это циркуль в ноги. И он начинает уходить. Я передаю, чтобы она эту кляксу черную, этот контракт, отдала этому Илье и забрала всю ее творческую энергию. Мгм. Это даже считывается, я слышу вот это вызывание духов, это пропаганда проституции, пропаганда духовной проституции. Потому что женщина, да, и вообще человек, он сотворен так, чтобы рождать новые события, новые вещи, новые миры, да, по конам Всесвіту. А когда он это делает магическим путем, то он блудит, как проститутка. Сегодня с одним, завтра с другим, ради наживы. Вот. И я вижу, как вот это блок, вот эта жадность, да, Мгм. вот он рассыпался и ушел. И вижу, как Валерия снимает вот эти импланты, я ей передаю, чтобы она приказывала, чтобы эти все колдуны, и Мона, и Илья, и все это люциферианское царство, пусть забирают этот контракт, и все воздействия, и все порталы пусть Валерия закрывает, а Мгм. она как будто бы шепчется, советуется с кем-то, повернулась как бы к, е- к высшему я. То есть высшее я обращается к еще высшему я. Мгм. Я послушала, что она говорит. А она говорит своему еще высшему я, мы подеградировали сознательно. И показывает, как она вот это вернула. Это как земля такая, как будто бы в платочке завернута. И она так разворачивает это. А там как будто бы такое, я слышу, земное тяжение. А что это? М. Она обрела земное тяжение. Я вижу, что это целостность, то есть осознание себя абсолютно целостной личностью. Это духовная сущность и физическая реальность, физическое тело. Это одно единственное целое. И все ресурсы внутри человека, то есть нужно осознать, вот она показывает на этот творческий центр, и сердце, это я слышу желание, вот в сердце желание, и я слышу желание красоты, желание доброты, желание мира, желание гармонии. Это и есть тот движущий инструмент, который воплощает в реальность человеческие желания, мысли, планы. Мгм. Я вижу, как она просто как ангел летит вверх. Я ей передаю, чтобы она отдавала всю карму, все последствия, все потери, которые она получила из-за вторжения в ее пространство Ильи Мамаева и также Оксаны, его рабыни, вот, а также пусть запрещает считывать ее эфирное ДНК. Мгм. Да, она забирает себя. Я передаю, чтобы она очистила всю ее энергию, оставила божественный опыт. Я слышу для себя и для следующих поколений. Она разрешила, я вижу, что она разрешила уличить себя в этой греховности, в этих грехах, поддаться этому соблазну. Я слышу ради спасения многих. Вот это и есть вот эта миссия спасения, которая раскрылась перед концом власти Люцифера. То есть это не один человек, а это множество людей, которые буквально вот оно как цветок, оно было как в бутончике закрыто,
Мгм. И люди не понимали, что происходит. Я вижу, что, слышу так, честные люди поймут, когда уже все изменится, когда это все развяжется, то те люди, которые заблуждались, но были чистые, искренние и служили свету, то они будут оправданы. Да, я вижу, они оправданы. Уже они оправданы. Гипотетически как бы. Да, потому что они стремятся, их вектор направления, вот, это жизнь. Даже если они что-то неправильно делают, они отвергают магию, насилие, они отвергают ложь, и поэтому они уже оправданы как живые, а те, кто сознательно выбирает ложь, те уходят на аннигиляцию. А нет, не сразу на аннигиляцию. Они будут, я слышу, испытаны, они падают в какое-то пространство нижнее, Мгм. Интересно. останутся на том же уровне, То есть. э, потом у них какая-то отдельная ветвь развития пойдет. Это те, которые не перейдут. Не, Мгм. этот переход, вот это развязывание. Вот, когда эти выйдут из этой матрицы, вот это развязывается, оно уже почти развязалось. Знаешь, как М. узел вот так закрутили Да. эту шланг, а потом оно сейчас развязывается. А мы вот уже земля как будто бы вышла, уже чуть-чуть видно ее. Только шух, вот это все развяжется. И те, кто сознательно выбирает путь света, чувствует единство с Первотворцом и защищает коны жизни, то те перейдут. Вот этот Мгм. переход. Но это не пятое измерение. Это неправильно говорить правильно, потому что их много измерений. Вот. Как пространство жизни. Да, да, да. А эти люди, которые останутся там, они на какое-то время будут иметь возможность, но они отдельно уже будут идти. Мгм. Считывается как, вот я вижу, как в пространстве, оно такое серое пространство. Оно будет отделено от черного этого, но они отдельно пойдут, отдельная ветвь развития. Они пойдут, а потом снова им нужно будет сделать выбор. Мгм. Во второй класс, в общем. Да, да. Но если То они есть снова, вот уже обратно. Мгм. на них уже никто не будет влиять, этот Мгм. Люцифер не будет влиять, они будут вне этого магического воздействия. Но если кто-то снова выберет подчиняться этому эгоизму, тот уже пойдет на аннигиляцию насовсем. Мгм. Понятно. Да, интересненько, Виктория. Очень интересненько. Прям. Так, хорошо. Давай тогда дальше почистим пространство. Вижу, что у Валерии она вот так руками, руки Мгм. крылья, и она вот так вот делает. Все это разрываются, эти невидимые связи. Она вся очень красивая. Вот лицо ее вижу, и вся сияющая. А сияние считывается радость. Радость Мгм. освобождения. Мгм. Так, хорошо. Пройдемся по аспектам, Виктория. Ну, как хочешь. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ситуация, когда Валерия рассказывала Рене о сеансах связи с Трампом, когда он засмеялся неестественно, что в этой ситуации произошло с Валерией. Ам, Он говорит, он тебя обманул,
И вот так показывает очень хитро. Рене по отношению к Маргарите находится в секторе. К Валерии. А я сказала к кому? Маргарите. А почему я Кто это? сказала Кто это? Маргарите? Угу. Кто это такая Почему? Маргарита? Я даже себя не услышала. Угу. Кто это такая Маргарита? Приказы проявиться. Вижу какую-то кучерявую голову, кучери. Сидит и что-то пишет. Говорит, что готовится к сеансу. Почему? Какие-то рыжие волосы. Но кудрявые такие вот, как шапочка такая. Я ее не узнаю. Угу. Спроси у нее, Она кто она. находится в каком-то оранжевом пространстве. Это не наша Маргарита, я ее не знаю. Угу. Это из наших клиентов кто-то? Нет. Я две знаю Маргариты. Угу. Это не одна из них. Угу. Так, а спроси себя, почему ты назвала, почему ты назвала Маргариты? Потому что я чувствую связи. Мне так идет. И у нее вот это, она как будто в печати, в этой оранжевой. И это имеет отношение, то есть те же энергии. Я вижу, что Валерия с ней связана. Вот эти, зачем же сделают они эти практики? Вот все эзотерики, они все делают, ну, те демонисты, да, у них Мгм. общие практики, да, зачем это нужно? Я, например, когда работаю с людьми перед сеансом, готовимся, я даю, мы разговариваем, и какую-то практику, которая подходит человеку именно в данный момент для этого человека, то есть Мгм. индивидуально. А здесь вот эти вызывания духов, открывание порталов, это я слышу создание чрезмерного события. То есть через это они, вот я вижу, как это происходит. На нейронном уровне каждый человек связан подобное с подобным. И все, кто вызывали эти духи, они как бы привязаны к этому эгрегору. Вот я вижу этот черный диск, вот это, Мгм. который стучал так тук, и этот диск. То есть он как бы соткан с маленьких соглашений и с маленьких э, каждый человек, вот когда вызывал духов, он как Мгм. бы создал свой собственный контракт. Так оно идет. И оно стало таким, я слышу, цельнозором. Это эгрегориальная структура, она в эфирном пространстве висит как черный такой диск, ну, Мгм. информационный диск, к которому привязаны все люди, которые занимались этими практиками. И таким это считывается также усилитель воздействия. Мгм. И я слышу, что и через этот так называемый компьютер я слышу масонская ложа просто натискивает на какие-то кнопочки и вызывает нужные реакции. Я слышу, Мгм. что это все технология смерти. Не готовят ли они к смерти? Потому что каждая секта заканчивается Аум Синрикё, Белое братство, Черное братство, АЛЛАТРА заканчивается массовыми Жатвой. актами Да. самоубийства, да? Типа Мгм. самоубийства. А почему самоубийство? Потому что человек сам берет на себя эту ответственность, и таким образом колдун остается чистым. Вот эта вся мафия. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, когда
Валерия с этой Маргаритой, где у нее завязка или связь? Почему она связана с ней? Я вижу, что между ними есть вот этот синий, он выглядит как конек какой-то, как морской конек, Угу, лошадочка такая. угу, Это синего цвета. Я слышу гипнотическая связь. угу, Как-то со всеми пришельцами. Я вижу, что в воображении этой Маргариты какие-то пришельцы в шлемах с огромными глазами, головы такие, и они собираются, вот так из преисподней идут. А эта Маргарита, она не освобождена. Я вижу, что те люди, которые расторгли свои контракты, то им намного проще справиться с этими воздействиями пси-технологий, с этой магией, но все равно остаются вот эти привязки к этим людям, и идет, я слышу, совмещение энергий. Во время этого вызывания духов происходит совмещение энергий, смешивание. А энергия – это информация, то есть воображение, цели, угу, память, все перемешивается. Человек, потому что главная цель, чтобы человек забыл, кто он. угу, Сейчас я посмотрю, где подключка. Оно вот находится где-то вот так, где правое колено. Вот этот конек какой-то странный. угу. Так, куда тянется эта подключка? Она вот так вот как-то потянулась и прямо вот там, где я слышу между полушариями. Вот вижу левое и правое полушарие, и оно буквально там вбуравливается, Угу, как сверло. Ам, Я слышу, что это теневое царство духа. Центр сознания. И я вижу, как оттуда оно пошло на зрительный центр сзади, как на экран. И я слышу отображение реальности. О, фантастической реальности. Это механизм влияния на восприятие мира, передача матрицы антимира, чтобы человек видел то и воспринимал то, что нужно колдуну. угу, Да, это вот это магическое мышление, как мы говорим, да? Улетность вот это. угу, А, и снова слышу Маргарита, Валерия, вижу, ногами плотно стоит, огромная, как будто бы на вот такой земле. А земля вот такая у нее, как шар, как будто мячик. И она на этом мячике стоит плотно ногами. Я передаю Валерии, чтобы она сейчас вытолкнула все привязки, все подключки к чужеродным структурам, людям, чтобы она наполнялась своими собственными энергиями и восстановила свои личностные суверенные границы ее личности угу, и разрушила все чужеродные влияния, наполнялась светом, гармонией, чистотой и приказывала этим всем программам, энергиям убираться. Она отменила все. Я вижу, как она вот так берет, там, где этот зрительный экран, зрительный центр духовный, угу, берет этот экран такой, а он белый, как гипноз, и вытаскивает вот отсюда вот. А это закрытие вот этого альфа-состояния. Сейчас я вижу, что Татьяна проявилась с одним глазом. Это угу, навязанные, то есть тоже Татьяна проявилась, и это ее тоже там какое-то магическое воздействие, попытка навязать какие-то свои сценарии. угу.
Я передаю Валерии, чтобы она убрала и очистила все ее пространство от примесей чужеродных энергий, чужих душ, мировоззрений, чтобы она восстановила целостность своего «я» на всех уровнях ее сознания: телесного, физического, всех духовных сфер. Мгм. И я вижу, как она вот так наполняется, а внутри нее такое, как слой черный. И она берет, и оно вот так вот уходит. Я передаю, и закрывает портал, и поднимается вверх. И Мгм. образуется, такой образ идет, как яйцо. Слышу самозарождающаяся жизнь. Она вернула себе коны целостности Мгм. и кон творцов, творения, реальности. И я вижу, как ее руки вот так как засияли, и свет такой вот так пошел везде. То есть, когда мы воплощены, то наши руки — это главный механизм взаимодействия и познания. Да? Мы через руки познаем добро или зло, теплое, холодное. То есть это вот такой символ идет. Я вижу, как ее энергосистема, я слышу, перезапускается. Мгм. Она полностью отвязывается от этих эгрегоров. Они просто внизу стоят и смотрят, и говорят, что они потеряли ее. Отлично. Я передаю Валерии, чтобы она стерла со всех информационных полей любые прикосновения к антимиру. У меня уже голос сел. Мгм. Ну, хорошо, Виктория. Мгм. Пусть она отсоединяет от себя все эти искажения генетические, вот эти иллюзии, программы. Мгм. Но я уже вышла. Ну ладно, продолжим Снова. тогда в следующий раз. Хорошо, тогда что, Виктория? Ну, чищу свое Очищай сознание, свое пространство. пространство. Мгм. Закончим в следующий раз. Прощаемся с Валерией тогда. Да. Мгм. Отсоединяйся от всех и всего, поднимайся вверх. Мгм. Проверь еще раз твое личное пространство. Мгм. Если есть какие-то замороженные ситуации, тоже отправляй на аннигиляцию. Ну, я, да, вижу, уходит. Как будто бы со стороны Валерии заколачивается этот портал в секторе магии. Вот так заколачивает, просто закрывает. Я ей передаю, чтобы она полностью закрыла все порталы с Мгм. антимиром, наполнялась своей собственной энергией божественности и гармонии. Мгм. Хорошо. Виктория. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, света. Да. Я посчитаю от 1 до 3, ты увидишь физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.